Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей». Сегодня расскажу про Аманду. Аманда, одна из двух главных антагонисток Detroit Become Human, выступает в качестве главного антагониста к истории Коннора и всеобъемлющего антагониста истории Маркуса и Кэрри. Она работает в Киберлайф и является куратором Коннора, поручая ему расследовать дело, связанное с девиантными андроидами. Во время расследования Коннора Аманда периодически встречается с ним в саду Дзен, чтобы получить обновления и следить за ним и его успехами. Выясняется, что она искусственный интеллект, созданный Л.Джей Камски для контроля над Коннором. Аманда — это искусственный интеллект, созданный Л.Джей Камски, визуально и смоделирован с его преподавателя Аманды Стерна. Остается неизвестным, если у нее тело или же она существует как бестелесный ИИ. В Киберлайф она ответственна за расследование девиантности андроидов. Для выполнения этой миссии Аманда направляет Коннора и дает ему советы. Она может вызвать его в сад Дзен в любое время. Аманда или Киберлайф могут удаленно контролировать его. А также она соединена с внешним миром и, будучи в саду Дзен, может информировать Коннора о самых последних преступлениях девиантов. Аманда — загадочная личность, которая внешне напоминает Аманду Стерн, наставницу Л.Джей Камски. Степень личностного сходства между Амандой и погибшим человеком неизвестна, хотя предполагается, что Камски создал помощника, похожего на своего наставника. Она выражает твердое и несколько холодное отношение к Коннору, рассматривая его цели как наивысшие приоритеты для него и прося его не обращать внимания на отвлекающие факторы вокруг. Она, однако, прямо не заявляет, что Коннор должен встать на путь превращения в машину. Аманда постоянно следит за Коннором на предмет его возможного отклонения и последующего революции, вызванной им самим. Она использует смесь методов, чтобы направить Коннора к реализации истинных мотивов Киберлайф, в том числе отдавать приказы, отговаривать его от определенного девиантного поведения, которое может иметь неприятные последствия и усилить его склонность к отклонениям. Истинные мотивы Аманды — успешный прогресс Киберлайф, больше, чем что-либо другое, поэтому она относится к Коннору как к инструменту, но может выражать удовлетворенность успехами Коннора в выполнении его задач и разочарование его неудачами. У нее скрытное отношение к Киберлайфу, которое она представляет и включает. И она может скрывать свои эмоции до критических моментов. Она также выражает разочарование, когда Коннор терпит неудачу в выполнении важных заданий, включая неспособность найти Джерико и некомпетентность при проникновении в штаб-квартиру Киберлайф, если он не осознает, что для него там расставлена ловушка. Аманда также показала свою безжалостность, когда Киберлайф судится с Коннором за его проникновение в штаб-квартиру Киберлайф. Ловушка установленный в здании, это финальный тест, разработан Киберлайф для проверки физических способностей Коннора, его девиантности и социальных возможностей. Хэнк Андерсон бессознательно выбран в качестве объекта для проверки последних двух аспектов Коннора, в то время как Аманда неоднократно заявляла, что революция андроидов и девиантность могут привести к катастрофическим последствиям и должно быть установлено. Она в некоторых сюжетных линиях в тайне поддерживает оба вопроса, поскольку она приносит большую пользу Киберлайфу. Она, в частности, высоко ценит Коннора и, по-видимому, за его ультрасовременный дизайн и подозревая его склонности к отклонениям. Аманда — загадочный персонаж,
только внешне похож на Аманду Стерн, преподавателя Дж. Камски. Несколько похоже, их личность не сообщается, хотя Камски предполагает создать ассистента, похожего на его преподавателя. Она относится прохладно и несколько отстраненно к Коннору, считая, что его цели должны быть основным приоритетом, и он не должен ни на что отвлекаться. Тем не менее, она не выражает и в явном виде идею, что Коннор должен оставаться машиной. Аманда постоянно следит за вероятностью девиации Коннора и последующей революции, которую она может совершить. Она использует множество методов, чтобы Коннор довел до дел Киберлайф до конца, дает ему приказы и отговаривает от некоторых поступков, которые могут усилить его тенденцию к девиации. Аманда беспокоится об истинном успехе Киберлайф больше, чем о чем-либо еще, и потому она относится к Коннору как к инструменту, хотя может демонстрировать удовлетворенность в результате Коннора или расстройство, когда он ошибается. Она не выдает своего мнения о Киберлайф и лишь в критических моментах демонстрирует эмоции. Также она выражает разочарование, когда Коннор не выполняет важную задачу, в том числе, когда ему не удается найти Иерихон и внедрение и проникнет в главный офис Киберлайф. Хоть там для него и устроена ловушка, Аманда проявляет жестокость, когда Киберлайф испытывает Коннора во время его внедрения в главный офис. Ловушка в здании по факту является последней проверкой созданием Киберлайф, чтобы протестировать физические и ментальные способности Коннора, а также его склонить к девиации. А Хэнк Андерсон выбран в качестве инструмента этой проверки. Аманду изображает Симби Хайли, которая предоставила ее сходство, озвучку и запечатление в исполнении. Аманду озвучила Елена Харитонова, русская, Аннабель Мендес, латиноамериканская, испанская, Изабель Донат, европейская, испанская, Лоуренес Крузе, французская, Макикин Нитта, японская и Элджбета Футере Энджеревская, польская. Японская актриса озвучивания, к сожалению, скончалась. В ранних концепт-артах Аманду изображали как белую женщину, которая поразительно напоминает актрису, получившую премию «Оскар» Хелен Меррен. Несмотря на то, что Аманда является одной из главных антагонисток, у нее очень мало экранного времени, и поэтому она становится чрезвычайно загадочной фигурой. Однако из-за того, что показано, она кажется садисткой, о чем свидетельствует то, как она самодовольно улыбается, говоря Коннору в конце, что он будет деактивирован, что показывает, что она, по крайней мере, разумна. Кроме этого, Аманда в основном показана как мудрая наставница Коннора и не более того. Цвет ее наряда меняется в зависимости от главы. Похоже, что у нее нет проблем с убийством, она почти не проявляет никаких эмоций раскаяния, когда в конце Коннор впадает в панику, так как она может просто умереть, что дополнительно подразумевает, что она, возможно, делала это раньше. И на этом история про Аманду подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. Лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Paymaker.